Итак, криптоэнтузиасты, ну что, вернулся я с длительного путешествия. Хотели меня, конечно же, врачи прикрыть в психбольнице, сказали, что тебе уже нужно тут выделить специальную палату, но я сказал, нет, 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 у меня еще не законченное дело, и нужно мне вернуться домой, потому как там у нас собирается быть to the moon. Ну, это такое, это все шутки, конечно, шутки. Нужно пошутить, ибо у нас сейчас на данный момент самый прекраснейший день. А это, конечно же, весна. У нас 6 марта, вот у нас уже подходит 8 марта. Это день девушек, женщин, и нужно их, конечно же, поздравлять. Не забывайте об этом. Завтра у нас 7 марта, заседание в Штатах будет по поводу криптовалюты. Может быть, такое мы увидим какое-то движение. Но я надеюсь, что это будет не очередная манипуляция на часе. Сбреют лонгистов, потом шортистов, и на этом всем закончится. Я надеюсь, что начнется у нас to the moon. Итак, видно, что есть приток капиталов, биток в XRP, в Ethereum, такие вот старички BNB. Вчера был небольшой приток, сегодня приток. Ну, может быть такое, что рынок уже стряхивает ядерный пепел с плеч и будет потихоньку восстанавливаться. Приток капитала есть. На капитализации видно это тоже. 3 триллиона пока есть капитализация. Может быть такое, что начнут уже поднимать рынок с колен, потому как уже просто по временному интервалу мы уже поджимаемся. Уже здесь некуда поджиматься. У нас уже, смотрите, неделя марта прошла. Скоро будет апрель, май, а летом просто на крипторынке нечего делать. Там просто консолидации, коррекции. Там вообще было бы желательно покинуть бы рынок нам бы в конце апреля, в мае вот так вот и забыть за него как страшный сон. Но не дают они нам прибыли на альткоинах, тех самые колоссальнейшие иксы, которые мы ждали, которые мы думали, что они будут. Блогеры-инфлюенсеры нам говорили, что мы в зоне накопления, альткоины, только альткоины, рост альткоинов, биток будет 0, альткоины будут расти, мы в зоне накопления, мы скоро улетаем. Куда мы там улетаем, непонятно. Еще с лета, буквально с мая месяца, все трубили о том, что альт-сезон, придет ноткоин, запустит альт-сезон, потом Хомяк запустит альт-сезон, потом CZ запустит альт-сезон, потом Трамп запустит альт-сезон. Мы никак его не увидели, этот альт-сезон гребаный. И без него, конечно же, мы не сможем покинуть рынок, потому как большинство людей в просадке. Я не знаю, самому, конечно, страшно. Вроде бы уже вот здесь вот должна быть желтая зона, это зона эйфории, и покинуть рынок. Все у нас пампится, уже просто так вот летит. Мы еще не видим ее. Но это зона по биткоину, это не по всему крипторынку. Эта метрика касается только биткоина, и может быть такое, что биток улетит на 150к. И там мы увидим уже даже эйфорию на альткоинах. Вот что. Что у нас по индексу страхожадности? Отметочка 30. Давайте посмотрим вот этот вот сайт, что у нас тут показывает. Тут у нас показывает 25. Чрезвычайный страх. Опять погружаемся в чрезвычайный страх. Вчера был тоже чрезвычайный страх. Позавчера чрезвычайный страх. Но это хорошо. Это хорошо. Буквально вот мы были вот здесь. Вот страх. Я говорил, что разворот рынка будет шикарнейший только тогда, когда мы, допустим, пощупаем чрезвычайный страх и хотя бы недельку, 2. Это было вообще шикарно. И здесь у нас смотрим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 дней мы, в принципе, находимся в сильном страхе. В принципе, нормально. Тут у нас отметочка была 10. 27 февраля максимальный страх. Просто шик. Дай бог, может еще недельку помурыжат, а там уже будут разворачивать эту скамовозку, и мы увидим, может, какие-то иксы. Потому как иксов мы так и не увидели. Так, биток. Отрисовали ли они здесь двойное дно? Покажет только время. Но если отрисовали двойное дно, то мы можем уйти в диапазон выше, чем 100 тысяч долларов, и здесь сделать поджим для дальнейшего пробития на новый перехай. И может быть такое, что у нас, конечно же, будет здесь вот новый хай по биткоину и зона эйфории, зона распределения, и может будет здесь альт-сезон. Будем на это надеяться. Но
На 4-часовике у нас стохастик сильно перегрет. Здесь мы, конечно, выходим по объемам. Видно, что у нас здесь были объемы. Это было 3 февраля. Panic Sale был подключен. Ударил крупный игрок сильными объемами. И рынок пошел в коррекцию. На данный момент о дальнейшем росте говорить еще рано. Потому как мы не пробили зону сопротивления. И мы только к ней подошли. Вот у нас начинается с 92 тысяч. Это блок сопротивления. Нам нужно это все проторговать. Как они будут здесь это все выедать, непонятно пока. Дай бог, чтобы у нас рост продолжился. На дневке, опять же, стохастик уже перегрет. Уже, короче говоря, мы перегреты по рынку. Ну что у нас на недельке? На недельке ползаем на дне. На недельке у нас, в принципе, неплохо. Если даже у нас эта неделька закроется хорошо, таким вот молотом, как прошлым, потому как у нас уже здесь и проторговочка произошла. Молот раз, молот 2, перекрыли гэп, который у нас там образовался. Проторговали этот фитиль, может мы закроем эту недельку зеленым молотом, это было бы вообще шикарно. Ну и тогда следующая неделя боковик, и на дневке стохастик просто-напросто разгрузился бы. Если бы мы увидели здесь бы вот такой вот боковичок с поджимом. Ну, до 21 марта нет, но где-то там до марта, так 15, вот так вот на дневке. До 15 марта мы увидели разгрузку даже по стохастику. И как раз у нас неделька, совпадает то, что у нас здесь уже все разгружено, и дальше только to the moon. Конец марта, апрель, to the moon. Это было бы вообще неплохо. Эфир. Доминация эфира вообще просто плачевно все это дело. Мы это с вами рассматривали. Вчера у нас, в принципе, доминация эфириума не падала. Позавчера мы обновили лой, который был поставлен 3 февраля. Но сегодня что-то здесь вот красненькая такая маленькая свечечка. И это как раз хорошо отображается у нас на альткоинах. Мы видим то, что альткоины потихоньку начинают набирать обороты. Мы видим даже на дневке. Аптос 13% дал, неплохо. CRO-шка 13%. Правда, после какого слива, смотрите, слив, то это просто не прошел. Это просто движение не прошел. Это даже не декабрьское движение, это даже не мартовское движение. Если даже взять посмотреть Аптос, то тут у нас в марте 18 был, в декабре уже 15. Это просто здесь движение, сущая пыль. Это просто не прошел. Тут даже нету про что даже говорить. Но доминация эфириума у нас, в принципе, что? Я не знаю, может упали уже до конца, уже это все сделали, падение. Дальше падать, просто, куда тут дальше падать? Посмотрите. На недельке открылось у нас здесь на RSI красное облачко. Это неплохо, это неплохо. Это говорит о том, что здесь уже разгрузка, в принципе, идет к своему завершению. Ну и дальше, если тут куда-то падать, то, это просто трэш. Смотрите. Мы пришли к вот этому вот фитилю, который у нас был в ноябре 2017 года. Вот, ноябрь 2017 года мы сюда пришли. Но если представляете, какая-то слабость эфириум. И еще кто-то набивается, говорит, что биток обналится, эфириум займет место битка. Ну как? Это просто бред. Это бредятина. Это нужно уже просто отправлять человека в палату. Вот. Будем надеяться, то, что здесь формируется уже завершение падения. Также, если мы посмотрим на эфириуме, есть уже интересное наблюдение. И вещается оно уже на просторах интернета. Вот буквально вчера запилил еще мой товарищ, можно сказать, что по криптовалюте, Dofa Trading, парень неплохой вроде бы, мы с ним уже покентовались чуть-чуть, и он говорит, в принципе, такую вот картину, то, что у нас здесь огромнейший медвежий флаг. Он тоже где-то ему кто-то это сказал, или он где-то видел на ютубе, в принципе, я повторюсь тоже за ним, за своим товарищем, виднеется как медвежий флаг. И да, он действительно здесь виднеется. Вот можно вот это вот так вот типа поставить. И вот здесь у нас медвежий флаг. Смотрите, огромнейший медвежий флаг. Вот даже это вообще четенько вот так вот здесь вот с этим вот пиком. И с вот этими вот пиками вот так вот взять можно. И вот так вот это все дело подрисовать.
Ну, это просто скам. В дальнейшем будет. Это просто скам. Потому как медвежий флаг отрабатывает, это нужно забрать движение вот этого вот флагштока. И это, смотрите, куда оно шлепнется. Вот. Оп. Даже под таким вот углом мы уходим в диапазон $500. И тут, конечно же, сбудутся прогнозы одного блогера, инфлюенсера, который говорил, что эфириум будет по 500 баксов. Вот. Ну, это просто скам банальный. Я не знаю, что они здесь вообще рисуют, этот маркетмейкер, как он собирается вот это все дело расхлебать, непонятно, просто непонятно. Но устрашающая ситуация. Тот, кто, конечно же, очень к этому относится скептически, там смеется, но результат этих всех действий манипулятора мы видим у себя на портфеле. Ты смотришь на свой портфель, и тебе остается все ясно. Тут можешь смеяться, улыбаться, хоть говорить, что ты с 13-й палаты, но это просто трэш. Не знаю, будет ли здесь какое-то медвежье настроение или нет, но нам нужно увидеть восстановление этого гребаного скама эфира, скамовозки этой, и чтобы он ушел вот сюда, в диапазон 5-6 тысяч долларов, вот так вот. Тогда здесь у нас будет хороший альт-сезон. Это будет просто шикарно. Также монетка Bybit. Давайте посмотрим монетку Bybit. За нее я неоднократно снимал видео, говорил, что нужно покупать. Я ее сам покупал, удерживаю на данный момент в портфеле, и моя средняя точка была вот примерно вот здесь. Сейчас, конечно, нужно разгружать Bybit, но жадность, опять же, жадность. И фишка в том, что мы не видим эйфории на крипторынке. И не видим разворота эфириума. И хотелось бы еще немножко подержать ее. Но у меня позиция небольшая. Я думаю, что если с текущих она сделает еще 2 икса, то тогда точно я уже ее фиксану. Я часть чуть-чуть был фиксанул вот здесь вот. Вот тут вот. Часть чуть-чуть я был фиксанул. И прикупил монетку Dogecoin на эти средства. Но с точки входа моей Dogecoin начал показывать просадку. Думал на Dogecoin поднять еще чуть-чуть небольшое количество процентов, но Dogecoin сейчас показывает просадку с точки входа. Whitebit, я думаю, что ну хотя бы вот, чтобы он сюда вот так вот пришел, это было просто пшик. Вот просто шикарно по $60 Whitebit увидеть. Не знаю, дотянут они его сюда или нет. Ситуация очень сложная. Биток у нас просто не растет. И понятно, что если только начнет падать биток, Whitebit тоже пойдет за битком. Но тут фишка такая, что может быть такое, что маркетмейкер Whitebit знает, что будет дальше с битком, и он тянет его вверх. Просто он не хочет отдавать по дешевке эти монетки кому-то. Вот мы видим, смотрим то, что у нас январь биток стоял. Whitebit чуть-чуть откорректировался. Коррекция была здесь небольшая, буквально 8%. При небольшом движении битка в 94к Whitebit опять пошел. Все. Может быть такое, что маркетмейкер знает Whitebit, куда будет идти биток. Они же сглаженно должны работать. Тянет инструмент. Это шикарный инструмент, конечно, пока он не начинает продаваться. Потому как если только он начнет продаваться, его нужно будет, конечно же, продавать. Сейчас здесь есть откупы. Но и фиксировать его нужно частично, потому как мы точно не знаем, куда его пульнут. И на таких палках, ну часть я здесь вот уже зафиксировал. Еще даст какой-то процент роста в диапазон 36. Еще часть зафиксирую. Частично буду с него выходить. Что не скажешь о другом инструменте? Это биржевой токен, биржи Whitebit. Что не скажешь о другом инструменте? Монетки Patex, тоже биржа Patex. Скамовозка еще та, скажу вам, скамовозка еще та. Смотрите, капитализация $128 тысяч. $128 тысяч. В пике капитализация показывала 10 миллионов. Казалось бы, да? Ну, нормальный проект, коррекция уже у нас здесь вот состоялась, все. Ну, это у нас теперь просто банальный скам. Скамом, конечно же, еще очень рано это назвать. Скам у нас будет, когда мы сделаем здесь вот такое вот движение. Вот мы, допустим, откорректировались. Казалось бы, все, коррекция остановилась. Боковичок, набор позиций. Дальше у нас поджимы какие-то, там проторговки. И мы выходим в зону листинга здесь и пробитие, и на медвежку уходим. Это было просто шикарный вариант. Но мы начали здесь падать. Это говорит о том, что люди распродают монеты. Манипулятор тоже распродает монеты. Может он их, конечно, и откупает, может он их не откупает, мы этого не знаем точно. Но будет скам тогда, когда мы здесь увидим
Вот такое вот движение. Вот так вот. Все, это будет тогда точно скам. Как на Веге протоколе, например. Ну, Вега протокол, я думаю, что вы все знаете. Оки. И потом делистинг с биржи. Реалии. Скажу вам реалии. Здесь у меня $7000. Вот. $7000 было. Здесь на данный момент 80 баксов. Вы представляете? $7000, 80 баксов. Вот вам реалии. Вот. Минус 100 иксов. Вот. Она даже падала ниже, чем 1 цент, эта монетка. И здесь у нас, смотрите, получается 333 тысячи процентов. 300х. Вот как вот этот вот скамовозка вот это будет восстанавливаться для того, чтобы забрать свои вложенные средства. Вы не хотите мне это сказать? Как эта скамовозка восстановится, чтобы я забрал, вот здесь я выйду в ноль. Вот здесь в ноль. 7к баксов, $70. Все. И еще дальше она продолжает падать, смотрите. И еще дальше она продолжает падать. Вот она была 80. Там смотрела в моменте 8,9 центов. И это не предел. Усредняй, да? Где бы ты ее не усреднял, ты выйти в ноль даже не можешь. Вообще. Вообще. Ты даже в ноль выйти не можешь. Вот у нас был декабрь, здесь небольшое движение до $1 и минус 10 иксов. Просто в моменте минус 10 иксов, смотрите. Еще 91% минус. Буквально за 3 месяца. В принципе, вот так. В принципе, вот так вот. Нам нужен разворот эфириума, друзья. Без разворота эфириума мы ничего не увидим нормального на альткоинах. Вообще. Вообще. Даже вот такие вот скамовозки и то могли бы куда-то отстрелить бы, чтобы хотя бы их покинуть там хотя бы в небольшой минус бы, скинуть бы и все. Так, что у нас по объемам? Давайте обновим Patex. Ну вот, вот, уже здесь радует картина. Здесь радует, потому как меняются у нас здесь объемы. Вот, вроде бы здесь кто-то что-то откупает. Дай бог, чтобы это был не был скам. Потому как, ну, скам, ну, просто проинвестировано количество денег, ну, я не знаю. Дальше, если мы куда-то там и собираемся стрелять, это в диапазон $3 максимум. Максимум 3 бакса. Но может быть такое какие-то другие проекты в портфеле, конечно же, перекроют просадку на этом скаме. Вот. $3. $3, я думаю, что он может прийти. Тут как раз у нас, смотрите, по объемам и сопротивление огромное. Есть сопротивление. И мы можем, конечно же, это сопротивление пойти пощупать. Это в лучшем случае. В лучшем случае, если мы сюда придем. Напоминает ситуацию на Старкнете. Тоже вот так вот небольшой рост был. Здесь у нас все. Я уже сам даже обрадовался. Думал, дно отрисовали. Здесь у нас рост был на 2 икса. Тоже аналогичная ситуация, как на Старкнете. И дальше все это дело укатали. В принципе, вот так. Ну что, друзья, смотрим. С подпиской 49% смотрят моих зрителей. Без подписки 50%. Что это за непорядок? Друзья, что это за непорядок? А ну давайте здесь немножко поправим ситуацию. Дружище, давайте поправим ситуацию. Хочется мне здесь поправить аналитику, потому как, ну, нужно хотя бы что-то подписаться. С мобильного телефона у нас смотрят люди 57%, с компьютера 31%, ТВ 6%, планшет 3,8%. Просто шикарнейше. Сейчас я выхожу на новую аудиторию, стараюсь. Пишу, короче говоря, субтитры разных языков, там английские, даже китайские, индийские, короче говоря, и будем выходить на новую аудиторию. Давайте мы здесь поправим ситуацию, сделаем подписочку, лайк, подписка, комментарий, поддержку канала, посмотрим, что у нас получится и с этим крипторынком. Дай бог мы переживем эту всю трэшамбу, которая творится, потому как, ну, нам нужно увидеть рост криптовалют.
Мы этого не увидели. Да, мы увидели, биткоин растет с диапазоном 15к в 100к, но я видел уже некоторые инфлюенсеры давным-давно позбавились битка. Единицы только держат биток, все перелились в альту, альта их потом соскамила, они сидят в просадке, не знают, что делать, усредняются, доливают бабки, что уже дальше делать, тоже ничего не понятно. Результат вы, конечно же, видите у себя на портфеле. То, что там несколько альткоинов каких-то пульнулось и все. А дальше все начало скамиться. Если вы видите на каком-то альткоине прибыль, как минимум хотя бы заберите вложенные средства. Как минимум. И то, моя история, вот я буквально недавно покупал альткоин, получил на нем 2 икса. Забрал вложенные средства, оставил бесплатные монеты. Бесплатные монеты с точки входа показали минус 8 иксов. У меня была, допустим, позиция на $100. Я зашел в какую-то монетку на 100 баксов. В моменте показывает $200. Я фиксирую $100, забираю вложенные средства, 100 баксов остается мне. Смотрю через определенный период времени, ну буквально за февраль месяц, $100 на балансе уже 8 баксов. Смысл с этих бесплатных монет? Я не знаю, как у Рафаэля слез Сатоши, бесплатные монеты, и у него еще плюс там 100% на портфеле, но это вообще просто какой-то бред. Вот так вот, $100 было с бесплатных монет, стало 8 баксов. И что с ними дальше делать, с этими бесплатными монетами? Так это просто можно было бы 2 икса, забрать все и все уйти. Ну, смысл? Сидеть дальше в просадках, смотреть на эти бесплатные монеты, ну это просто какой-то нонсенс. Рынок вообще стал не такой, как был в 2017 году, в 2021 году. Все полностью поменялось. Все полностью. Сейчас уже фьючерсы убили все вот эти вот туземоны. Конечно же, много есть сейчас телеграм-каналов, где показывают вам интересные красивые картинки, то, что вы заходите на фичи и там зарабатываете кучу капитала. Это не так, вы там просто-напросто потеряете свои деньги. Вы там потеряете свои деньги, если вы занимаетесь фичами, хотя бы соблюдайте риск money management, стопы, входите в сделку с небольшим количеством капитала, ибо просто смоете, и еще даже то, что вы накопили на споте, у вас просто-напросто поброет. Ну что, друзья, поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Подписываемся на канал. Посмотрим в дальнейшем, что у нас будет с этой криптой, с этой скамовозкой. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Если мы до лета не вырастем, понятно, что летом будет коррекция. Дальше только ожидаем на осень. Но осенью это будет просто слом всех временных интервалов на крипторынке. Всем пока, до связи и мирного неба.